Здравствуйте, меня зовут Сергей, и вы на канале Поваренная книга. В этом видео я покажу, как приготовить Zwiebelrostbraten. это традиционное мясное блюдо юга Германии и австрийской кухни, особенно популярное в Вене и Баварии. Когда-то швабский ростбиф был полноценным и аутентичным блюдом с соусом, жареным луком и часто с гарниром из картофеля и капусты. Готовили его по праздникам. Сегодня чаще всего это просто стейк с жареным луком и картофелем фри. Совсем другое блюдо, которое более подходит для ресторанов в современном темпе жизни. Сегодня идеальным мясом для рецепта считается использование толстого края говяжьей вырезки. Но за 2 часа томления вырезка потеряет и текстуру, и вкус, из-за которых она так сильно ценится. А рецепт допускает использование других частей говядины и даже свинины. Учитывая долгое томление и беспощадную стоимость говяжьей вырезки, я буду использовать мясо с говяжьей лопатки. Также подойдет мякоть бедра без крупных жил, а в идеале довольно нежная и с множеством мелких прожилок шейная часть. Для рецепта возьмите отрезы примерно по сантиметру толщиной, без крупных жил, а мелкие прожилки и немного жира только приветствуются. Они растушатся и дадут совсем другой насыщенный вкус. А после их отбейте слегка, примерно до 6 мм. А можно и так. Прежде чем жарить мясо, удобнее будет подготовить и нарезать лук. Я лук нарежу перьями, как самый удобный способ лично для меня. На небольшом количестве растительного масла обжарьте мясо буквально по пару минут с каждой стороны. Просто, чтобы задать корочку. После мяса на сковородку отправляем хороший кусок растительного масла. А как оно растопится, добавляем и обжариваем до золотистой корочки лук, а лучше до коричневой. Хорошо карамелизованный лук – это основа данного соуса. Как лук подрумянился, добавьте бульон, вино и сливки, а также специи. Я буду использовать довольно незамысловатый набор в виде лаврового листа, звездочки кардамона, мускатного ореха и кардамона. Теперь соус необходимо уварить примерно в 2 раза по объему. Соус готов. Осталось только мясо выложить в противень, потом его присолить, залить соусом, запаковать это все в фольгу и отправляем в духовку на 160 градусов на 2 часа или более, пока мясо не станет мягким. Мясо томится уже 1,5 часа, и самое время начать готовить гарнир. В роли гарнира у меня будет выступать жареный картофель. И как ни с чего его начать готовить, как свиного сала. Самый немецкий вариант, который можно придумать – жарить картошку на свином сале. И для этого небольшой кусочек я нарежу на небольшие одинаковые кусочки. Пока вытапливается жирок из сала, я нарезал картошку. Тут особо рассказывать не о чем. Единственный важный момент – все кусочки должны быть примерно одинаковые по толщине. Так они пожарятся одинаково. Далее выньте готовые шкварочки из сковороды, чтобы они не мешали и не подгорали, пока жарится картошка. И жарьте на небольшом огне. И главное, часто не перемешивайте. Солить в самом конце, жарим без крышки. И самое главное, не мешайте картошке жариться. Просто медленный огонь, чтобы она не пригорала и спокойно теряла всю влагу. Для блюда остались лишь финальные штрихи. Из гарнира дополнением это прогретая квашеная капуста, не жареная, не тушеная, именно прогретая. В немецкой традиции квашеную капусту едят просто теплой. То есть, как сниму картошку, я ее закину на сковородку, на горячую. И пока я буду заниматься сервировкой, она подогреется вместе со шкварками. И самый главный ингредиент этого блюда, без которого фактически его не может быть, это лук. В
классическом рецепте лук просто жарят вместе с мукой и паприкой. Получается классический жареный лук. На сегодняшний день это выглядит совсем не празднично, хоть и вкусно. Я взял один из современных вариантов, в котором мука, паприка и лук, все те же ингредиенты, панируются они точно так же, но единственное, что жарить я их буду в большом количестве растительного масла, фактически во фритюре. Итак, осталось нарезать лук. Нарезайте кольцами примерно по полсантиметра толщиной, можно даже чуть-чуть тоньше. Возьмите пластиковый пакет и прямо в него разделите лук на кольца. С луком есть один большой нюанс по этому рецепту. Как и все блюдо, оно должно подаваться с пылу с жару. Если мясо просто остынет, картошка немножко заводенеет, то лук со временем просто превращается в раскисшую массу, потому что он быстро набирает влагу из воздуха. В этот же пакет отправляем муку, большое количество сладкой паприки и немножечко соли. И потрясти. И отправляем его в раскаленное растительное масло. А тем временем я сниму картошку с огня. И на ту же сковородку на пару минут выкладываю капусту. Лук подзолотился, вынимаем и на пару минут оставляем его на бумажной салфетке, для того, чтобы стек лишний жир. А тем временем начинаем сервировать блюдо. На тарелку выкладываем кусок мяса, к нему картошку и немного капусты. И последний штрих. Много-много жареного лука. На вид очень простое блюдо, можно описать как мяско с картошкой. Но оно в себе сочетает множество разных текстур, вкусов и ароматов, которые заставляют удивиться практически на каждом укусе. Приятного аппетита! Подписывайтесь, экспериментируйте на кухне, радуйте себя и своих близких. До новых встреч!